Привет, здесь арт-разбор. Мы ходим по галереям современного искусства Москвы и разбираемся, что и почему в них висит. Меня зовут Наталья Лопатько, я художник, а у меня в гостях Светлана Горина, художник, мой преподаватель и член различных союзов художественных. Давайте разбираться в искусстве с нашими зрителями. Будем разбирать композицию, колорит и технику. Привет, и начнем. На этой неделе мы побывали в галерее Аскери на Патриарших прудах и выбрали несколько картин для разбора. Первая картина у нас Глеб Баранов, название на английском The Water Lily Pond. Светлана, что вы скажете в общем об этой картине, как профессионал, как преподаватель? Цепляет ли она вас? Какие первые мысли? Сначала я, наверное, скажу как зритель. Первое, что я почувствовала, когда увидела эту работу, шок. Я бы сказала, ступор даже. Может быть, еще мысль не заработала, я не знала, как ее оценить. И уже потом включилось видение, может быть, и художника. То есть первое впечатление было, конечно, достаточно отрицательное. Ну, что вы имеете в виду? Почему отрицательное? У меня какой-то внутренний разлад, несоответствие. То есть то, что я вижу, то, что окружает фигуру, и то, что у меня трансформируется внутри. Я вижу очень много агрессии в этой работе, очень много скрытой агрессии, явной агрессии. Чисто эмоционально эта работа смотрит прямо на меня, как на паспорт. Глаза не прикрыты, очень просто сделаны. Острые формы ушей, острые формы волос, острые формы одежды. Ну, это аниме, то есть используется. Да, такой это достаточно... фрагмент аниме и совершенно не соответствующий этому фону. То есть фон взят из картины Клода Мане, написан очень просто, примитивно. И вот это несоответствие внутреннего и внешнего создает внутри меня какой-то разлад. Ну, а если говорить с профессиональной точки зрения, вот, например, композиция, я вижу, что она в целом сделана по канонам золотого сечения. Я думаю, что это единственное достоинство этой работы – золотое сечение. То есть по золотому сечению, да, сделана фигура. Но, тем не менее, стиль аниме сохранен. То есть абсолютно гладкое письмо, острые формы, отсутствие эмоционального выражения. То есть эмоционального посыла эта работа совершенно не несет. Она просто смотрит на меня, совершенно ничего не выражая. Девушка зажата, она абсолютно фронтально нарисована, написана. А это плохо, если фронтально? Но у нее нет движения, она внутренне скована, тем более у нее на ушах наушники, она закрыта от мира, она закрыта также и от внутреннего фона, который сзади нее. То есть девочка находится в ступоре. И вот этот, видимо, эмоциональный ступор, он на меня как бы и повлиял. Вот на это первое впечатление. Ну, может быть, кто-то скажет, что наоборот, это хорошо, что художник хотел передать эту эмоцию, и он ее передал. Ну, эмоций я здесь не вижу. Я здесь вижу просто несоответствие внутреннего состояния героини, а значит и зрителя, той среде, которая его окружает. То есть девочка закрылась от мира, у нее глубочайшая депрессия, у нее мир кажется ей страшным, некрасивым. И с другой стороны, он действительно некрасивый, потому что Клод Мане очень плохо скопирован. То есть чисто композиционно здесь автор даже не удосужился, но хотя бы хорошо написать, хотя бы немножко внести живинку. Если бы фигура, допустим, сидела там на мосту, свесив ножки, болтала ногами, было бы более интересно, была бы какая-то зацепка. А так я чувствую, что просто вот откровенно влепили фигуру анимешную в этот фон, и она смотрит на меня, смотрит со злобой, смотрит с агрессией, причем работа большого размера. Да, кстати, о размере мы не указали, это значит у нас 150 на 180 сантиметров. Да, работа довольно внушительная. То есть если человек повесит такую работу дома, я думаю, ему обеспечено биполярное расстройство, депрессия, внутренний какой-то разлад. Потому что первый импульс, который я получила, это вот именно импульс какого-то энергетического удара. А что вот по технике? Мы видим, что достаточно, я вижу, гладко написана фигура, но при этом фон многом вдохновлен, наверное, все-таки Мане, он более импрессионистически написан. Что вы думаете о вот таком сочетании разных стилей в одной картине? Потому что явная фигура нас отсылает к аниме, фон к Мане, Мане, аниме. Мане, аниме, игра слов.
Да, действительно, сейчас в рамках постмодернизма мы можем компилировать различными техниками, и это очень работает на нас. То есть когда и плоское, и объемное сочетается, и декоративное, и реалистическое, но в данном случае здесь даже связи нет, то есть колористической. Девочка написана в одном колорите, допустим, какой-то такой монохромный, розоватый, сероватый, серебристый. Фон написан в каких-то ядовитых, желтых, зеленых тонах. То есть какие-то связи должны быть не только стилистические, но и цветовые. То есть единого колорита, я считаю, у работы нет. Мгм. А если говорить в целом о технике написания, то есть мы поговорили о композиции, о колорите, вот если говорить о технике из того, что мы видим. Ну а какая техника? Техники здесь тоже нет, я считаю. Потому что техника взята от Мане и взята от аниме. А где автор? Где его впечатление? Где его эмоции? Где его, например, личное отношение к этому? Хотя, конечно, в современном искусстве, как говорится, смерть автора, и зритель думает то, что хочет, но тем не менее все равно какое-то лицо, хотя бы налет колорита должен быть. Его я не вижу. То есть я вижу просто набор разных техник, собранных в кучу в одном холсте. Если говорить о каких-то позитивных моментах, что вам в этой картине нравится? Если говорить о позитиве, наверное, эту работу можно было бы повесить в детскую. Дети привыкли к этой энергетике, к такой достаточно откровенной, прямой, яркой. И в детской она была бы, может быть, и неплохо. Ну, как минимум, они будут жить с референсом к Мане. Ну и со знакомыми персонажами любимыми, да. Да. То есть картина совмещает два в одном. И наследие классиков, импрессионистов, и это новые анимационные течения. Конечно, в таком современном, таком анилиновом прочтении. Ну вот если бы ваш ученик принес вам эту работу, как диплом, допустим, и по пятибалльной шкале, вот как бы вы оценили эту работу? Я бы сказала, наверное, молодой человек, как у вас со вкусом? У вас есть хоть немножко вкус? Потому что даже самую дрянь, даже самую какую-то заурядную тему можно подать хотя бы красиво. Я не говорю там высокопарно, не говорю, что цельно, но хотя бы красиво, эстетически. То есть эстетики я здесь не вижу. Я вижу здесь и даже антиэстетики, извините меня, не вижу. Угу. Антиэстетика тоже существует, это интересно, здесь ее нет. Здесь просто нет ничего. Угу. Ну, если вам интересно, продается картина за 800 тысяч рублей в галерее Аскери на Патриарших прудах. Я так понимаю, что вы бы не купили? Нет, что вы, упаси Боже. В следующем выпуске мы продолжим наши прогулки по Аскери Gallery.